Привет, мои дорогие, с вами Светлана, и вы на моем канале. Давайте посмотрим такую тему, да, что хочет сказать, но молчит. Задумайте мужчину, загадайте. Чем лучше задумаете, тем больше будет вероятности, что это ваш расклад общий, безусловно. Можете поставить смайлик, сердечко, написать комментарий, можете написать «принимаю», если видео понравилось, хотите, чтобы проигралось. Можете написать имя вашего мужчины. Итак, что у нас тут? Кто он в отношениях? Кто вы в отношениях? И что между вами? Ну, смотрите, он на паузе в отношениях. Он молчит, вы переживаете. Между вами много всего несказанного. Много всего попажу, знаете, жезлов нереализованного. Планы нереализованные, мечты нереализованные. Возможно, да, вы видели развитие этих отношений совершенно в другом ключе. И сейчас, в общем-то, да, вот такая вот ситуация. Что тут у нас? Ну, отношение качели, он злится на вас или на ваши отношения. Знаете, возможно, сложно вам вместе. Что-то, возможно, пошло не так. Какие-то слова кто-то кому-то сказал. Кто-то кого-то зацепил и пошло-поехало. Мужчина молчит, мужчина обижен. Считает, что пусть так пока и будет, пусть пройдет время. И более того, молчит, знаете, не просто так. Это вот как бы я так сейчас хочу. Я не хочу с ней общаться. Посмотрим, что будет дальше. И вообще пусть она соскучится, пусть она подумает о своем поведении, ну буквально так. А я подумаю, буду я с ней общаться или не буду. Вот у нас вышел маг, который ни туда, ни сюда, да. Маг у нас же манипулятор, и хороший манипулятор. То есть тут, знаете, обиделся, поставил вас в угол. То есть он наказал вас тем, что он перестал с вами общаться. Обиделся, надулся и закрылся. У кого такая ситуация? У кого мужчины применяют такую тактику? Напишите, пожалуйста, под видео. Давайте смотреть дальше. Что у вас? Вы переживаете. Вам, возможно, тоже надоели вот эти качели, да? И у него тут колесо фортуны, у вас тут двойка мечей, да? Вы не знаете, что вам делать. Вы не понимаете, зачем он так себя ведет. Или понимаете, и поэтому злитесь. У каждого по-своему, да? Если мужчина уже делал такой финт ушами, как говорится, то, возможно, вы уже знаете, что будет дальше. А если это первый раз он с вами так себя ведет, да, то вы очень сильно нервничаете. Но в любом случае эта карта неприятная. Эта карта говорит о том, что вы не знаете, что вам делать, что эмоции у вас на пределе. Возможно, действительно вы чувствуете себя виноватой по этой карте, мечетесь, не знаете, как исправить ситуацию. Боитесь, что очень долго уж молчит вам мужчина, а вдруг это конец, а вдруг уже у нас ничего не будет, а все было так хорошо, да. Он закрылся от меня, он не хочет со мной общаться, он не хочет меня видеть. Да, и мне уже надоело все это, да. Я хотела бы совершенно других отношений. То есть я хотела бы, чтобы мужчина вел себя не так, а вел себя как мужчина, да. Да, ну вот тут затянута пауза уже, и вы, возможно, уже знаете, вначале очень сильно нервничали, а сейчас уже устали. Будь что будет. Вот. Причем вот эта карта вот здесь, она такая интересная. Чем больше ваша пауза длится, тем больше вы теряете. Тем больше становится дистанция между вами. Разочарование. Все думалось, что будет не так. А получилось, как получилось. Ну, давайте смотреть, что у него в голове. Что у него в голове. Ой, ну, две так две, ладно. Обида, он все еще закрыт, он все еще обижен, он эту обиду крутит, знаете, вот сам себя накручивает. С другой стороны, есть и расчет. Девочки, есть расчет.
холодный расчет. Вот она, знаете, вот побольнее обидеть, что ли. Вот раз она так, пусть она теперь посидит и подумает, как ей без меня, кого она потеряла. Мужчина не отпустил еще обиду, не отпустил обиду на вас. И вот, знаете, сам себя крутит, как я говорила, да, и просчитал все, что вот она сейчас перепугается, что она совсем без меня, а тут я такой, опа, на белом коне, да, и все мне будет так, как я хочу. Вот. Тут мысли, все тяжело, все плохо, она меня не понимает, я на нее обижен, она не хочет мне уступать, ну вот как-то так. А что в чувствах? А что в чувствах? Ну вот опять же, она зазналась, она ведет себя как девятка пентаклей. Она хочет больше, чем я могу ей дать, или больше, чем, в общем-то, можно дать. Да? Я и так ей все, что она хочет, а она меня не ценит. Она слишком возгордилась, слишком себя ведет там, ну, я не знаю, как-то самодостаточно, и пусть теперь подумает, да, почему-то мужчина, опять же, он считает, что дверь открыта, что сейчас, возможно, вы его позовете, он захочет с вами поговорить, и вот вы будете рады и счастливы его принять обратно, да. Считает, что вы обесцениваете ваши отношения, хотя, повторюсь, возможно, совершенно не так. Возможно, вы тоже считаете, что он неправильно себя ведет и все обесценивает, и вы тоже очень сильно переживаете. Ну вот, знаете, он решил вас опустить с неба на землю, да? Девятку пентаклей решил опустить на землю. То есть на самом деле, действительно, он до сих пор обижен. Пытается обесценить вас, да, возможно, знаете, обесценив легче управлять. И считает, что двери в вашу жизнь все еще открыты. Но опять же, тут не про чувства. Тут такой у нас продуманный молодой человек. А что у тебя в чувствах? Что у тебя в чувствах к ней? Стратег, ё-моё. Что у тебя к ней в чувствах? Дьявол. Ну, смотрите, что бы он вам ни говорил, как бы он ни злился, он все равно хочет быть именно с вами. Возможно, и вот эти вот все вспышки, вот эти и такая бурная реакция, потому что он сам себе запрещает с вами мириться. И чем больше он себе запрещает, тем больше ему хочется. Он на самом деле запутался и хотел бы вернуть то, что есть. Вы ему нужны, но все очень сложно, все очень как бы тяжело. Он, с одной стороны, как бы ищет эти варианты, с другой стороны, да, он активно манипулирует. Для чего? Ну, вы знаете, тут вот вы вышли девяткой Пентаклей. Возможно, действительно, вы ему ровня, да, и в материальном положении, и как бы вы не держите за него, ну, как за мужчину, источник какой-то стабильности. Вы сами по себе стабильны, да, а ему хочется, чтобы вы от него зависели. Ему хочется, чтобы вы как бы все-таки видели в нем героя, да, вот мужчину, который там с охоты пришел, мамонта принес, и женщина вокруг него бегает, да, добытчик. А тут, скорее всего, вы ему ровня в этом плане, и вы руководствуетесь желаниями «хочу, не хочу», что нужно именно вам. Возможно, и подстраиваетесь под этого человека, да, но не так, как ему бы хотелось. Не так, как мама подстраивалась под папу, например. Ну, вот где-то так. Или не так, как другие женщины под него подстраивались. И именно этим вы его и задеваете. Он хочет быть рядом с вами, но не знает, как это правильно сделать, да? И вот ничего лучше не нашел, чем устраивать вот такой цирк. Ну, давайте посмотрим, о чем же он молчит, да?
О чем он молчит? Что хочет сказать, но молчит. Или почему молчит? Давайте посмотрим, что скажут карты на эту тему. Ну да, смотрите, сердце на самом деле разбито. Я хочу ей писать, я хочу ей звонить, я хочу быть с ней. Она для меня действительно вот та вот магически притягательная женщина, о которой, ну, только подумал и все. Волосы встали дыбом, и не только волосы, да, как говорится. Именно та женщина, которая тянет, которая манит. Вы яркая, красивая, очень интересная. Жезловая женщина, да, это женщина с харизмой, это женщина, вокруг которой всегда кипит жизнь. Она, как, знаете, лучик света. Там, где она, там всегда как бы мужчины такую женщину всегда замечают, двери открывают и как бы услуги оказывают какие-то. Ну вот само собой происходит. То есть не заметить вас нельзя. Возможно, тут сумасшедшая ревность. Возможно, поругались из-за ревности. Но я хочу быть с ней. Возможно, он хочет, чтобы вы первая написали, проявились. Сердце разбито на самом деле. Опять хочу к ней, хочу приехать, прийти. Но ей хорошо и без меня. Ей хорошо и без меня. А я как бы на втором месте. Почему-то он считает, что с вашей стороны был какой-то обман или есть какой-то обман. О чем молчит? А что он тут? Другой мужчина? Возможно, тут действительно причина в ревности, девочки. Я хочу быть с ней, но я хочу, чтобы она дала мне понять, первое, что я ей нужен. И я примчусь к ней, как только она меня позовет. Я хочу быть с ней, я не хочу ее терять. Но она меня обманула, у нее кто-то еще есть. Возможно, опять же, это его больная фантазия, если мужчина ревнивый. Ну вот, я слово скажу. Что еще хочет сказать? Ну, что хочет выйти или из этого блока, если вы его заблокировали, если он вас заблокировал, то уже на самом деле хочет уже обратно, да, возможно, понимаете, он действительно раньше с другими такой финт проворачивал, что ушел в тишину, и девушка уже изнервничалась и на все согласна, а с вами такой номер не проходит. И он теперь не знает, как ему выйти из этой петли, которую он сам создал. То есть я хочу быть с ней, а как теперь все исправить, как теперь эти отношения оживить? Только позови, я примчусь к тебе. Я хочу возврата в отношения. Ты моя императрица. Я очень сильно переживаю. Ага, девочки, возможно, он наблюдает за вашей жизнью. Или общие знакомые есть, что-то ему передают. Или интернет, да, какие-то площадки, какие-то соцсети. И он думал, что вы будете плакать, да, и умываться слезами. А вы, судя по всему, судя о том, что ему рассказывают, если у вас нет соцсетей, или судя по соцсетям, да, прекрасно себя чувствуете без него. У вас такая же жизнь, вы такая же яркая, красивая, интересная. У вас также проходят интересно вечера, допустим, там с подружками или с друзьями, или вы какие-то постите фоточки, да, и он злится, он видит, что у вас жизнь без него, а у него на самом деле жизни без вас нету. Ну вот такой у нас сегодня получился расклад. Пишите, как проигрывается, а я вам говорю всего хорошего. Пока-пока.